Программа содержит восстановленные события и не рекомендуется детям. Все люди считаются невиновными, пока не будет доказано обратное. Некоторые имена изменены. Недалеко от города Джексенвиль в штате Флорида агенты расследуют кражу жалования. На борту авианосца USS Hancock. Около 100 тысяч наличными. Но грязная судовая история неожиданно принимает новый смертельный поворот. Мы решили, что здесь не обошлось без пытки. Смогут ли агенты отличить ложь от правды, выйти на верный след и докопаться до истины? Хочу наказать виновного в этом жестоком преступлении. Служба криминальных расследований ВМС. Военно-морская база Мэйпорт, штат Флорида. Специальные агенты Марк Фокс, Тим Кэррут и Брайн Уотт расследуют кражу жалования. Сегодня утром сберегательный сейф был найден закрытым, но не запертым. Все деньги исчезли. Все казначейские чеки исчезли. Мы не можем найти дежурного офицера. Кража случилась на борту USS Hancock. Казначей судна, младший лейтенант Ратиша Прасада, исчез. Младший лейтенант Прасад был единственным, кто знал код. Следовательно, только он мог открыть сейф. Привет, я специальный агент Фокс. Сейф корабля был совершенно пуст. Сколько там было денег и чеков? Сейчас мы как раз проводим аудит. Пропало около 100 тысяч долларов. 90 тысяч наличными и свыше 2,5 чистые казначейские чеки. Мог ли младший лейтенант Прасад украсть все жалование военнослужащих? Насколько я понимаю, вы непосредственный начальник лейтенанта Прасада. Так точно. 25-летний Ратиша Прасада родом из штата Иллинойс. Молодой и патриотичный. Он желал служить своей стране и поступил на службу во флот сразу после окончания университета Иллинойс. Этот лейтенант, младший лейтенант, был относительно молод, очень исполнителен. Его начальство высоко отзывалось о его способностях. Его любили. Он был исключительным офицером. Прасад не похож на типичного вора. Как он мог взять деньги? В это невозможно поверить. Мы должны обыскать его комнату. Агенты Кэррут и Уотт прочесывают каждый сантиметр помещения с сейфом в поисках хоть какой-то зацепки. Мы начали с фотографий, рисунков. Затем перешли на отпечатки. Искали подозрительные следы, пытаясь понять, что случилось. Но прежде чем агенты вышли на след Прасада, случилось нечто неожиданное. Агент Фокс? Да, в чем дело? В кладовке что-то есть. В кладовке хранятся личные вещи экипажа. Но сегодня агенты нашли нечто, что перевернет дело вверх дном. Пошли, кажется, у нас труп. Там повсюду кровь. Большая лужа у дверного косяка была лужей крови. Она стекает сюда, с того склона. Пусть кто-нибудь вызовет врача. Вещи моряка разбросаны по всей комнате. Но агенты идут по следу крови. Личные вещи вытащили и разбросали по палубе в попытке прикрыть кровь. И под вещами агенты обнаружили источник крови. В дальнем углу кладовки лежало безжизненное тело лейтенанта Прасада. Лейтенант Ратиша Прасада, исчезнувший дежурный офицер, был убит. Мы расследовали дело о краже жалования. Мы не подозревали, что окажемся вовлечены в дело об убийстве. В тот момент я почувствовал горечь утраты. И я хотел наказать убийцу за это жестокое преступление. Агенты опечатывают место. На корабле прибывают медэксперты. Следователи восстанавливают шокирующую картину того, что случилось с Ратишем Прасадом. Приблизившись к жертве,
Мы заметили огнестрельную рану на правой стороне лица жертвы. Лодыжки были связаны веревкой. Руки тоже были связаны веревкой. Мы заметили шнур вокруг шеи жертвы и следы удушения в том месте, где был затянут шнур. Мы предположили, что здесь не обошлось без пытки. Сцена преступления была жуткой. И если на борту USS Hancock убийца-садист, агентам нельзя терять ни минуты. Я собрал агентов в кладовке, чтобы продолжить расследование преступления. Специальные агенты Кэррут и Уотт начали поиски убийцы. Они собирают любые возможные улики. Мы начинаем поиски. Ты работаете снаружи, внутрь, по периметру. Если ты хочешь пойти дальше, я могу проверить эту последнюю сумку. Мы собираем одежду, которая, возможно, имеет следы крови. Мы снимаем отпечатки пальцев с предметов. Ищем волокна, волоски. Во время поисков агент Уотт наткнулся на нечто из ряда вон выходящее. Похоже, здесь что-то есть. Небольшое отверстие. С правой стороны чемодана я заметил крошечную трещину. Внутри сумки с одеждой я увидел нечто похожее на выпущенную пулю. Мы нашли выпущенную пулю 38-го калибра. Без оболочки. Эта пуля могла привести агентов к убийце. Следователи продолжили поиски скрытых следов убийцы Прасада. Из-за лужи крови мы искали отпечатки обуви. Агенты использовали черный свет и специальный краситель. Есть такой химический краситель аминоблэк. Он используется для обнаружения отпечатков следов, в частности, крови. Следователи нашли след. Едва заметные следы крови проявились под черным светом. Кровь обозначила отпечаток ботинка. Там было 2 отпечатка. Мы их сфотографировали. И когда агенты сравнят отпечатки команды с найденными на месте преступления, мы знали, что следы оставил убийца. Они получат отпечатки убийцы, оставленные в крови. Теперь следователи должны найти того, кто оставил отпечатки. Им оставалось только сравнить то, что у нас было, с отпечатками команды корабля. Одного за другим они проверяют каждого матроса. На USS Hancock. Я думаю, эти похожи. У этих дырки. Видишь дырки? Давай возьмем эти. Ботинки собраны. Агенты побеседовали с каждым членом лично. Надеюсь отыскать хоть какую-то зацепку. Вы сказали, что живете на корабле. Затем мы начали изучать беседы со всеми членами экипажа. Когда вы в последний раз видели жертву, что вы делали между 8 вечера и 8 утра? До того момента, когда был найден труп. Ту ночь вы слышали шум? Нет, не слышал. Кто-нибудь видел что-то необычное, что может помочь опознать преступника? Какие-то имена были? Во время допросов одно имя повторялось с завидной регулярностью. Это имя Рич Уинклер. Недавно уволенный матрос. С длинным языком. Когда в последний раз вы его видели? Некоторые описали матроса как крепкого парня, другие откровенно его боялись. Уинклер хвалился тем, что тайно вернется на корабль, когда его уволят. Он говорил им о том, что под покровом ночи будет легко проникнуть на корабль и ограбить кассира на судне. Неужели план матроса украсть жалование пошел не так? На боевом корабле USS Hancock агенты расследуют ограбление и убийство. Там лужа крови.
Офицер-кассир, младший лейтенант Ратиша Прасада, найден застреленным в кладовой комнате, а все жалование экипажа пропало из сейфа. Около $100 000 наличными. Агенты определили первого подозреваемого. Это бывший матрос Рич Уинклер, известный буян. Бывший матрос служил на корабле до той самой трагической пятницы. Его вскоре уволили из флота за наркотики. Его бывшие сослуживцы говорили, что он сильно подсел на кокаин. У него склонность к насилию, наркотики и насилие. Но есть кое-что еще, что наводит на подозрение. Он проболтался, что проберется на корабль и ограбит кассира судна. Бывший матрос больше не живет в Джексенвиле. Но агентам не составило труда выйти на его след. Мы связались с нашим офисом в Нью-Йорке и попросили найти бывшего матроса. Матроса привезли в местное отделение на допрос. Спасибо за сотрудничество. И агенты не удивлены его реакцией. Я не убийца. Он сказал, что не имеет никакого отношения к ограблению и убийству. Уинклер заявил, что может доказать свою невиновность. Вы взяли не того парня. Он сказал, что после увольнения в пятницу он сел на самолет компании Eastern Airlines в Лагвардию. В Eastern Airlines нам подтвердили, что он сел на самолет. Это означает, что его не могло быть в Джексенвилле в день убийства. Похоже, что смелый план Уинклера пробраться на корабль и украсть жалование был всего лишь бравадой. Матрос с запятнанным прошлым вне подозрений. Спасибо за сотрудничество. Во время расследования возникают такие зацепки, которые дают тебе надежду. Это обычное дело. Мне даже доставляет удовольствие опровергать их и находить более продуктивные пути. Расследование длилось 3 дня. Никаких результатов. У убийцы лейтенанта Прасада уже 72 часа форы. В надежде выйти на след убийцы. Вы проверили всю обувь. Агенты снова обращаются к отпечаткам, оставленным на месте преступления. Мы проверили 100 пар обуви. Мы брали увеличенную фотографию, сверяли ее с обувью матросов. После сравнения такого количества обуви матросов, мы исключили всю обувь, что вы прислали. Мы не нашли ничего похожего на наш след. Никаких совпадений. И агенты знают почему. Услышав, что мы проверяем обувь, преступник имел достаточно времени, чтобы избавиться от ботинок. Мы не нашли никакой схожей обуви. Агенты зашли в тупик, но они надеются, что им поможет баллистика. Эксперт по огнестрельному оружию Дэвид Уорнамент из отдела полиции Флориды изучает пулю, найденную в кладовке. Я изучаю пули, гильзы и патроны, чтобы определить, из какого оружия они выпущены. Уорнамент изучает насечки на пуле. Когда производит оружие, производитель ставит ряд насечек. Он ставит их на внутренней поверхности ствола. Эти насечки индивидуальны у каждого оружия. Я изучил пулю. Определил, что это 38-й калибр. И что на нем 5 насечек, закрученных вправо. Пуля была выпущена из револьвера «Таурус» 38-го калибра. Наконец-то зацепка. Агенты точно знают, из какого оружия был застрелен Ратиша Прасада.
Нам необходимо выяснить, у кого на судне был револьвер 38-го калибра. Агенты продолжают допрос матросов. Ваше звание? Срочно служащий второго класса. Появилось еще два часто упоминаемых имени. Первое — Джон Грант. Здравствуйте, садитесь. Мы проверили информацию касательно подозреваемого наркомана. У нас к вам пара вопросов. Его финансовые проблемы. Есть информация, что он хранит оружие. Но Грант утверждает, что к убийству не причастен. Что вы делали вчера после обеда? Он говорит, что спал у себя, когда Прасаду убили. Он якобы проснулся в 6 утра, а позже, на построении, услышал о смерти лейтенанта Прасада. Хорошо. Примерно в какое время? Около 6:30. Уже вся палуба говорила об этом. Серьезно? Похоже, история Гранта подтверждается. После допроса офицер попросил разрешения смотреть личные вещи в его шкафу. Вы держите на борту огнестрельное оружие? Нет, сэр. Осмотр не выявил ничего подозрительного. Если что-то вспомните, позвоните. Следователи снова зашли в тупик. Они допрашивают второго матроса, чье имя было на слуху. Рубен Колон. У меня к вам пара вопросов. На утро после убийства кто-то видел, как Колон покидал судно. Видели, как Рубен Колон покидал корабль около 5 утра. В утро 15-го, одетый в штатское. Его не было минут 30-40. При нем была сумка. Он вернулся без нее. Вы покидали корабль то утро? Агенты спрашивают Колона, почему он уходил в утро убийства Прасада. Колон начинает вилять. Большую часть времени я был на корабле. Он говорит, что не помнит, покидал ли корабль. Он говорит, что если уходил, то затем, чтобы вынести мусор. Он был офицером первого класса, и странно, что он лично выносил мусор. Вы всегда выносили мусор в штатском? Бывало, да. История Колона не сходится. Агент обыскивает и его комнату тоже. Это ваш ящик? Да, сэр. Вы храните оружие на борту? Но снова ничего не приблизило агентов к разгадке жестокого убийства Ратиши Прасада. Спасибо за сотрудничество. А тем временем в отделении неожиданный звонок проливает свет на одного из подозреваемых. Что вы хотели сообщить? Мы получили звонок от незнакомой женщины. Она сказала, что видела офицера с корабля в ее жилом комплексе около мусорных баков. Он выбрасывал вещи из машины. Вы видели его около? Его видели с большим количеством сотен купюр. По ее мнению, он вел себя очень странно. Вы знаете его имя? Звонившая назвала офицера по имени. Она знала, что он с USS Hancock. Этого офицера уже допрашивали. Нам нужно поговорить. Хорошо. Джон Грант. Неужели все-таки Грант украл жалование и убил Ратиша Прасада? В деле Ратиши Прасада агенты зашли в тупик. Было некоторое разочарование из-за того, что мы не продвинулись. Прасада застрелили на борту авианосца USS Hancock. Убийца похитил из сберегательного офиса более $100 тысяч. Но, возможно, агентам вот-вот повезет. Служба криминальных расследований. Аноним дает следователям наводку на убийцу. Она сказала, что знает старшину второго класса, который якобы после убийства вел себя очень странно.
И этого моряка-агента уже допрашивали. И его имя? Джон Грант. Звонившая женщина сообщила, что он нервничал. Вы сказали, что заметили $100-долларовые купюры. Он бросался деньгами в выходные. Она была с ним. И она обеспокоилась тем, что он мог быть причастен к ограблению и убийству. Агенты хотели узнать о Гранте больше. Я хотел бы с вами поговорить. Мы можем встретиться? Звонившая неохотно соглашается. Какой-то район. Она сообщает адрес места жительства. Агенты едут на встречу с загадочным информатором. Как и при любом анонимном звонке, его правдоподобность вначале необходимо проверить. Я не знаю, насколько она достоверна. Если достоверна, это хорошая зацепка. Не хочу давать ложных надежд. Вначале нужно с этим разобраться. Фокс и Кэррут находят адрес, который дал аноним. Похоже, это и здесь. Это здесь. Но возникла проблема. Здесь ничего нет. Адрес, который она дала, не существует. Очевидно, что это не жилой квартал. Звонившая не была до конца откровенна. Почему женщина сообщила ложный адрес? Агент Фокс перезванивает ей. Он хочет объяснений. Я пытался перезвонить ей, но номер, который она дала, не существует. Его отключили. Странно. Либо звонившая пыталась сбить агентов со следа, либо она все-таки дала ценную наводку. У агентов только один способ это выяснить. Они беседуют с Джоном Грантом. Они просят его рассказать свою историю еще раз. Он описывает свои действия в ночь убийства и на следующее утро. И я спустился в его офис, чтобы отметиться. Я должен был уйти. На этот раз история меняется. Он сказал, что утром 15-го он ходил в офис дежурного. Почему вы не сообщили мне в первый раз? Грант опустил эту деталь в первый раз. Значит, с палубы вы спустились в офис. Так. Теперь Грант оказался на месте преступления в утро убийства. Я спрашиваю себя, если они невиновны, тогда почему они не скажут все как есть? Агент Фокс просит его объяснить подробнее, что случилось в тот день. Офицер сказал, что когда он получил свой чек, он отправился в зубную клинику Мэйпорта. Пока корабль стоял в порту, Грант записался на прием к зубному врачу базы. Меня беспокоил зуб. Вы записались на прием? Далее Грант снова меняет историю. Он утверждает, что узнал об убийстве в медицинском офисе. Когда я сдавал бумаги, мне сказали, что на корабле умер человек. Он сказал, что узнал о смерти Прасада во врачебном кабинете. Это отличается от его первой истории. Первый раз, когда я вас допрашивал, вы сказали, что узнали о смерти Прасада на палубе. Вся палуба об этом говорила. История Джона Гранта полностью изменилась. Что еще скрывает Грант? После разговора со старшиной мы попытались выстроить его действия в тот день. Агенты отправляются к зубному врачу, чтобы проверить новую историю Гранта. Мы опросили тех, с кем он разговаривал. Здравствуйте, это тот самый моряк? Да, это он. Грант лгал насчет своего визита к дантисту. Секретарь помнит, что говорила с ним об убийстве.
Но ее шокировала реакция собеседника. Когда он услышал о смерти лейтенанта, он не показался заинтересованным. Я подумала, странно, что ему это безразлично. Нормальный человек был бы шокирован. А оказалось, он знал. Все его существо показывало, что ему в действительности наплевать на случившееся. Но следователям на это не наплевать. Агенты снова обыскали квартиру Гранта. На этот раз сантиметр за сантиметром. В рамках расследования мы обыскали его комнату на корабле. И тогда дело против старшины Гранта приняло интересный оборот. Мы нашли несколько писем, в которых он и его жена жаловались на финансовые трудности. Они задолжали. Это также мотив для ограбления. Возможно, агенты нашли мотив Гранта. Во время обыска я нашел документ из нескольких страниц. Похоже, это трафик морских сообщений, к которому у него должно быть доступ. Это подробная процедура по заполнению казначейских билетов. Казначейские билеты Соединенных Штатов. Следователи знали, что убийц их должно быть очень много. Теперь они знают, что Грант пытался понять, как обналичить казначейские билеты. Когда, казалось бы, кольцо вокруг Гранта сжалось, агенты нашли нечто еще более зловещее. Посмотрите сюда, Брайн. Сделай фотографию. В его личной комнате на простыне была кровь. Там была белая простыня с красным пятном. Похоже на кровь. И, возможно, это кровь лейтенанта Прасада. Я надеялся напрямую связать этого старшину с убийством. Кровь, жалобные письма от жены и история, которая все менее правдоподобна. Вокруг Джона Гранта сжимается кольцо. Агенты приводят Гранта для допроса. Я дам им возможность раз и навсегда рассказать честно то, что случилось утром 15-го. Агенты попросили подозреваемого рассказать все шаг за шагом. Давайте начнем сначала. Он придерживался второго варианта. Ушел с корабля утром к врачу, и там впервые узнал о смерти лейтенанта Прасада. Это правда? Грант даже объяснил пятна на своей простыне. Он списал это на кровь из носа. Несмотря на это, следователей трудно убедить. Если вы как-то можете доказать, что говорите правду, вы сделаете это? Да, сэр. Его попросили пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать свои слова. Хорошо. За работу. Как только старшина согласился пройти тест, я связался с нашим региональным офисом в Джексенвиле, штат Флорида. Джон, мы начинаем. Сидите спокойно. Что касается убийства того человека, вы будете отвечать на вопросы честно? Да. Вы видели, как стреляли в офицера? Нет. Вы стреляли в офицера? Нет. Тест закончен. Сидите спокойно. После теста я встретился со специалистом. Он явно скрывает, что причастен к делу. По мнению специалиста, есть указание на обман. Другими словами, он лгал. Агенты завинчивают гайки на своем главном подозреваемом. Мы решили, что подозреваемый есть, и нужно продолжать искать физические доказательства его причастности к убийству. Раз против Гранта было столько улик, агенты получили ордер на обыск его дома. И там они нашли нечто, что могло раскрыть это дело. Я нашел оружие. Агент нашел пистолет 38-го калибра. Возможно, агенты нашли оружие, из которого убили Ратиша Прасада.
Следователи расследуют кражу жалований на авианосце USS Hancock и убийство младшего лейтенанта Ратиши Прасада. Подозрение пало на старшину Джона Гранта. Он главный подозреваемый. Джон, мы начинаем тест. Грант провалил тест на детекторе лжи. Он явно что-то скрывает. Во время обыска комнаты Гранта агенты нашли кровь на простыне и пистолет 38-го калибра. Эксперт по баллистике Давид Уорнемет изучает оружие. Возможно, из него убили лейтенанта Прасада. Мне дали пулю и револьвер на изучение. Во-первых, я должен узнать, действительно ли пуля с места преступления была выпущена из этого револьвера. Вначале Уорнемет делает выстрел из оружия Гранта. Теперь у меня есть две пули из одного оружия, и я могу сравнить их друг с другом. Две тестовые пули сравниваются под микроскопом с той, что была найдена в кладовке. Если под микроскопом я увижу соответствие насечек, тогда я могу сказать, что эта пуля была выпущена из одного оружия. Уорнемет тщательно изучает насечки на пулях, выпущенных им самим. Привет, Марк, заходи. Я как раз заканчивал. Если насечки совпадут с теми, что на пуле с места преступления, дело закрыто. Я покажу. И если посмотреть в микроскоп, то можно увидеть отметки на пулях совершенно разные. Агенты ожидали другого. Я не нашел сходства. Никаких схожих насечек под микроскопом. Пистолет не тот. Пистолет не улика. И агенты обращаются к испачканным кровью простыням с кровати Гранта. Анализ ДНК может стать их последней надеждой на обвинение Гранта в убийстве. Грант утверждает, что кровь его. Но лжет ли он? Следователь Фокс. После изучения пятен крови нам сообщили, что кровь принадлежит старшине. Это действительно кровь Гранта. К сожалению, это кровь не лейтенанта Прасада. Главный подозреваемый чист. Все участвующие в расследовании поняли, что это тупик. И, я думаю, расстроились. Следователи озадачены. У Гранта револьвер 38-го калибра, кровь на простыне, и он не прошел тест на детекторе лжи. Он был идеальным подозреваемым. Но теперь Джон Грант не подозревается в убийстве. В тот момент отчаяние достигло своего пика. У них нет зацепок. Убийцу Ратиши Прасада могут никогда не найти. Но когда, казалось бы, дело Прасада зашло в тупик, агенты получили нить, которая повела их в другом направлении. Это была менеджер местного отделения банка. Она сказала, что слышала по радио об убийстве на борту USS Hancock. Значит, тот день к вам зашел моряк с Хэнкока. Она не придала значения тому, что к ней в банк зашел член экипажа Хэнкока. Он вел себя подозрительно. Он попросил самый большой ящик в камере хранения. Но подозрения клерка возбудили вопросы, которые он задал. Он спросил, имеют ли власти право открывать банковские сейфы? Это немного странно. По ее словам, он облегченно вздохнул, когда она ответила, что они такого права не имеют.
Назовите его имя, пожалуйста. И я попросил ее назвать имя. И она сказала: Рубен Колон. Рубен Колон. Моряк, которого уже допрашивали. Колон по какой-то причине сходил на берег в то утро. Вы покидали корабль в то утро? Кажется, я выносил мусор. Агенты решают установить слежку за Рубеном Колоном. И я хотел поговорить о сегодняшней слежке. Ты начинай с Хэнкока. Мы придумали план начать слежку с 8 часов следующего утра. Следователи будут следить за Рубеном Колоном круглосуточно. И, похоже, он это знает. Когда я ехал за ним, было очевидно, что он использовал свою тактику, пытаясь понять, следит за ним полиция или нет. Колон пытается уйти от слежки. Он меняет полосы и сворачивает влево, вправо. Неожиданно останавливался и трогался. Цель возвращается из тупика. Он вас заметил? Он ездил по тупиковым улицам, разворачивался, чтобы посмотреть, кто едет сзади. Агенты попросили своих коллег следить за целью с воздуха. И я решил, что нам нужна воздушная подмога. Самолет следил за машиной Колона и давал нам возможность держаться позади, не вызывая подозрений в нашей цели. Мы следили за ним с расстояния, держа связь с воздухом, до тех пор, пока его автомобиль не остановится или не припаркуется. Стратегия сработала. Колон решил, что избавился от слежки. Агенты наблюдают за тем, как Колон начинает заходить в банки Джексенвиля. Цель вышла из машины. Он несет на плече сумку, зеленую сумку. Мы смотрели, как Колон заходил в банки с этой сумкой. Цель выходит, он выходит без сумки. Неясно, что Колон делает, но следователи полагают, что в сумке куча денег, украденных с Хэнкока. Агенты нашли нового подозреваемого. Это Рубен Колон. Им помогла менеджер банка. Следователи установили за Колоном слежку. Они следили за Колоном несколько дней. Они видели, как Колон ходит из банка в банк. Последний раз он пошел с сумкой, а вышел с пустыми руками. Получив ордер на обыск, агенты могут узнать, что хранится в сумке. Мы решили войти и предъявить ордер, когда старшина Колон был на работе. Мы пошли в последний банк, куда заглянул Колон. У нас есть ордер на обыск ячейки старшины Рубена Колона. Или сейчас, или никогда. Сделай фотографии. Когда мы вошли и начали открывать, напряжение усилилось. Здесь есть что-то тяжелое. И когда открыли ячейку, посмотри, им выпал джекпот. Когда я открыл ячейку, первое, что я увидел, чистые казначейские билеты с печатью USS Hancock. У меня упала гора с плеч. Внутри мы нашли 2775 казначейских билетов и 94 тысячи долларов наличными. Теперь давай снимем отпечатки пальцев. Я знал, что мы поймали, кого нужно. Наконец-то у нас были доказательства. Когда выходишь на след, испытываешь выброс адреналина. У следователей есть доказательства того, что Рубен Колон украл деньги из сейфа.
Агенты берут Колона, прежде чем он покинет город. Специальные агенты, работающие на Хэнкоке, арестовали старшину Колона и перевезли его в наше отделение. Старшину Рубена Колона обвинили в краже. И теперь агенты готовят обвинение в убийстве. Следователи вызывают Колона на допрос. Мы хотели допросить его. У вас есть право хранить молчание и ничего не говорить. Но допрос заканчивается ничем. Старшина Колон потребовал себе защитника, то есть адвоката. Значит, вы будете говорить с адвокатом и не ответите на вопросы? Нет, сэр. Старшина Колон молчал. Он ничего не хотел говорить. Никакой информации. Мы перевезем вас в тюрьму, вам ясно? Да, сэр. Колон молчал. Но мог быть еще один способ доказать его причастность к убийству. Здравствуйте, я специальный агент Кэррут. Они обыскивают дом Колона. И вскоре находят нечто, что указывает на связь Колона с убийством. Здесь веревка. Эта веревка похожа на ту, которую душили жертву. И затем агентам везет еще больше. А дело близится к развязке. Эпи, посмотри. Набор для чистки пистолета. Мы обнаружили набор для чистки пистолета 38-го калибра. Это не сам пистолет, но зато набор для его чистки. Он сделан для револьверов 38-го калибра. Таким оружием застрелили лейтенанта Прасада. И еще кое-что привлекло их внимание. Это бизнес-карта магазина оружия. Нашли карточку дистрибьютора оружия здесь, в Джексенвиле. Возможно, это продавец продал Колону орудие убийства. Это оружейный клуб. Карточка привела нас в магазин, и мы допросили владельцев и сотрудников магазина. Мы ведем расследование убийства, и нам нужны записи в вашем магазине, связанные со старшиной Колоном. Мы бы хотели взглянуть на записи продажи оружия за последние 3 месяца. Да, пожалуйста. Агенты ищут связь между Рубеном Колоном и орудием убийства. Это последнее звено в цепи, и оно поможет отомстить за смерть Ратиши Прасада и утешить его семью. Тим, похоже, я что-то нашел. Старшина Колон купил револьвер Таурус 38-го калибра за 3 дня до убийства. Я возьму это в качестве доказательства. Колон купил оружие перед смертью Прасада. И на этот раз баллистический тест подтвердил. Колон купил Таурус 38-го калибра. Ту же марку, из которой убили Ратиша Прасада. Теперь агенты могли спокойно закрыть дело об убийстве. Рубену Колону было предъявлено обвинение в убийстве младшего лейтенанта Ратиша Прасада. Старшина Колон был осужден военным трибуналом за ограбление убийства. Агенты считают, что Колон угрожал Прасаду пистолетом, затем бил его, пока тот не выдал комбинацию к сейфу. Взяв деньги, Колон избавился от Прасада, единственного свидетеля преступления. Колон получил пожизненный срок. Следователи засадили убийцу Ратиша Прасада за решетку до конца жизни. Мы следователи. Мы работаем ради жертвы. Нет более приятного чувства, чем когда сажаешь убийцу за решетку.